Доброго времени суток! Итак, четвертый финал Всемирной боксерской суперсерии завершен. Определились пары противников, прошедших в полуфинал, и пришло время дать прогнозы на предстоящие поединки. В этом видео я хочу поговорить о бое Марис Бриедис против Александра Усика. Если кто-то из вас, парни, по какой-то причине считает, что этот бой станет легкой работой для одного из бойцов, вы очень сильно ошибаетесь. И далее я постараюсь объяснить вам почему. Начнем с очевидного. Александр Усик, чемпион мира по версии WBO, Марис Бриедис, чемпион мира по версии WBC. Оба имеют в своем резюме несколько отличных побед против топовых представителей дивизиона. Бриедис побеждал Марка Хука, Мануэля Чара, в прошлом бою отбоксировал Майка Переза. В этот список также можно добавить Алан Риваджи Дурадола, жесткого нигерийского панчера. Усик победил Кшиштофа Гловацки, топового американского проспекта Майкла Хантера. В прошлом бою победил Марка Хука, и сюда же можно отнести известного технаря Табиса Мчуну, который замыкает топ-15 дивизиона. Оба бойца как близнецы-братья, очень техничные, очень подвижные, легкие на ногах, очень атлетичные, способны в высоком темпе работать всю дистанцию. Оба выраженные контрпанчеры, предпочитают работать вторым номером. И этот факт многих наводит на мысль, что бой должен пройти скучно и не особо зрелищно. Возможно, несколько лет назад я бы тоже придерживался такого мнения, но глядя на предыдущие бои Александра, а именно бой против Мчуну и Хантера, где Усик вынужден был работать первым номером, вероятно, дали ему необходимый опыт и возможность отточить тактические навыки ведения боя в таком ключе, что он блестяще продемонстрировал в бою с Марко Хуком. Также оба любят использовать PDP-комбинации из любительской школы, провоцируя противника на агрессивные действия. Много финтят, маскируя силовые удары. Оба имеют в арсенале очень широкий ассортимент, а эти парни в ринге умеют буквально все. Здесь и крутые быстрые комбинации, и работа по разным этажам, голова-корпус, апперкот и даже старый добрый свинг, забытый большинством школ, который Марис исполняет просто мастерски. Очень резко, на противоходе, практически без замаха, иногда даже сдваивая атаку. Или, например, правый встречный апперкот, затем левый хук и правый свинг, да еще и с такой скоростью. Углы атаки просто сумасшедшие. Я видел один обзор, где парень считает Владарчика главным технарем. А как вам такое, ребята? Да это не бокс, это какая-то акробатика. Также Марис отличается своим хладнокровием и высокой дисциплиной в бою. Внимательно слушает угол и неуклонно следует намеченному плану. Такого парня очень сложно спровоцировать на ошибки и любые необдуманные действия. В защите Марис полагается в основном на свою ловкость и скорость реакции. Здорово уклоняется, не застаивается на одном месте, не позиционирует себя фронтально в отношении противника, быстро уходит в сторону с линии атаки, либо же стремительно сближается с ударом, входит в клинч, сковывая действия оппонента. Из недостатков я, пожалуй, отмечу то, что больше всего он уязвим для атак слева. Все его топовые оппоненты были правшами, кроме Переза, которого он превосходил в скорости, так что с таким быстрым левшой, как Усик, у Мариса могут возникнуть проблемы. Александр же отличается тем, что плотно сидит на адреналине. В каждом бою он ловит кураж и нередко, пренебрегая советами, сам выстраивает рисунок боя. Создается впечатление, что малейший успех соперника только прибавляет ему силы, воли к победе. И здесь та же история. Великолепная работа ног, сумасшедший темп и просто запредельные комбинации. На отскоке встречный левый свинг, затем правый апперкот, левый апперкот, правый хук, левый кросс. Или финт, левой в корпус, затем кросс, оверхенд, хук, оверхенд. И это очень зрелищно. И с течением боя эти волны комбинаций накатываются чаще и чаще, превращая бой ближе к исходу в один непрерывный шквал. В защите используют плотный хайгард вместе с уходом в стороны, и отличная работа корпусом не дает противникам наносить плотные удары. Его конек — это работа на дальней и средней дистанции, но и в инсайде умеет делать ветер. Если в начале своей карьеры он мало чем отличался от любого выдающегося проспекта, то сейчас, когда его собственный стиль от боя к бою начинает проявляться более четко,
И я скажу, что это похоже на абсолютно новый уровень. Из недостатков я, пожалуй, отмечу его точность. То есть его двойки, тройки, они довольно точны, но в длинных комбинациях много ударов приходится мимо, либо вскользь, что больше ошеломляет противника, чем наносит реальный урон. И с таким ловким противником, как Марис, это может дать негативный результат. И чем этот бой еще примечателен, так это тем, что в ринге сойдутся первый и второй номер дивизиона крузеров, что само по себе довольно редкое событие, еще и с учетом того, что этот бой объединительный. Обычно на подготовку поединка такого ранга уходит несколько лет. Понимаете, нужно создать историю, чтобы подогреть интерес к событию, дать этой истории вызреть, как следует настояться, и только потом подавлять горячее блюдо к столу. Так что я советую вам не пропустить это событие. И в завершении буквально пару слов о данных и антропометрии. Александр Усик, 13 побед, 11 завершил досрочно. Марис Бриедис имеет 23 победы, досрочно завершил 18 из них. Усик на 4 сантиметра выше Бриедиса, и в то же время размах рук Бриедиса на 5 сантиметров больше. С учетом всего вышесказанного, этот бой довольно сложно прогнозировать, потому как шансы, похоже, реально 50-50. И все зависит от того, сможет ли Бриедис навязать свою игру и сковывать атакующие действия Усика. Но я все же склоняюсь к мысли, что Усик в первой половине взломает защиту Бриедиса с дальней дистанции, а после экватора перейдет наступление, и его сдвоенные комбинации в 5-7 ударов окажутся Марису не по силам. Полагаю, бой завершится победой Усика единогласным решением. And the new WBO and WBC Champion of the World Александр Усик! И как всегда, добро пожаловать в раздел комментариев. Я все их читаю, стараюсь отвечать на каждый. Интересно узнать ваше мнение о предстоящем бое Усик-Бриедис, а я закончил.